Часто ли вы спрашиваете себя о том, какая разница между выражениями 2 часа, на 2 часа, за 2 часа, через 2 часа или в 2 часа? Вы не до конца уверены, правильно ли сказать «я заехал в ресторан на несколько часов» или «за несколько часов». Если вы все еще делаете ошибки в этих словах, тогда смотрите это видео. В этом уроке мы будем говорить о выражении времени с предлогами. Здравствуйте! Добро пожаловать всем! С вами Анна и 7 минут русского языка снова мова. Сегодня мы будем говорить о времени. Я расскажу вам о разнице между некоторыми предлогами, которые мы используем для выражения времени, а затем мы вместе потренируемся правильно их употреблять. Итак, сейчас на моих часах 2 часа дня, и если вы готовы, давайте начнем. 2 часа, сколько сейчас времени? Или можно спросить, который сейчас час? 1 час, 2, 3, 4 часа, 5 и больше часов. Например, в Киеве сейчас 2 часа дня, а в Лондоне сейчас 12 часов. Если же вы не знаете точно, который сейчас час, или вы знаете только приблизительно, вы можете сказать: «Я думаю, сейчас часа 2». И это значит около, плюс-минус, приблизительно. Вы можете сказать: в Киеве сейчас часа 2, а в Лондоне часов 12. Также выражение 2 часа или часа 2. Или вы можете сказать 3 дня, 4 месяца, 2 года, 15 минут и так далее. Все эти выражения мы используем, отвечая на вопрос «как долго?». Например, она готовила ужин 2 часа. Как долго она готовила ужин? 2 часа. Готовила. Глагол несовершенного вида, процесс. И как долго длился этот процесс? 2 часа. Готов ли ужин? Мы не знаем. Еще примеры. Он занимается спортом в среднем 1,5 часа в день. Занимается несовершенный вид. Как долго он занимается? 1,5 часа в день. Или они изучают русский язык уже 2 года. Как долго они изучают язык? Ответ – 2 года. Предлог «за». Например, «за 2 часа» мы используем, если хотим сказать, сколько времени нам нужно для того, чтобы сделать что-то. Например, она приготовила ужин за 2 часа. И это значит, ей нужно было 2 часа, чтобы ужин был готов. Это результат. Вопрос: за сколько она приготовила ужин? Ответ: за 2 часа. Другие примеры. Она доехала до центра города за 15 минут. Сколько времени ей нужно было, чтобы доехать до центра города? За сколько она доехала? За 15 минут. Или он прочитал книгу за неделю. Значит, ему нужна была неделя, чтобы прочитать всю книгу. Это результат. Предлог «на», например, «на 2 часа» мы используем, когда у нас условно есть 2 действия. Например, он приехал в гости на 2 часа. Он приехал в гости – одно действие, и он будет там 2 часа – второе действие. Вопрос: на сколько он приехал? Ответ: на 2 часа. Другие примеры. Я беру эту книгу на неделю. Значит, я беру книгу – одно действие, и я буду читать ее, я планирую читать эту книгу неделю. Второе действие. Или мы ездили к морю на 3 дня. Значит, мы ездили к морю, и мы были там 3 дня. А сейчас давайте сравним. Она готовила ужин 2 часа. Процесс. Она приготовила ужин за 2 часа. Результат. Ужин готов. И мы заехали к родителям на ужин на 2 часа. Мы заехали, и мы будем там 2 часа. 2 действия.
Следующий предлог через. Например, через 2 часа. Через 2 часа значит после того, как 2 часа пройдет. Например, сейчас 2 часа дня, через 3 часа у меня тренировка. Во сколько у меня будет тренировка? Правильно, 5 часов. В 2 часа используйте предлог «в», когда хотите ответить на вопрос «во сколько?». Например, вы можете спросить «во сколько начинается урок?» И я отвечу «урок начинается в 2 часа». А сейчас, чтобы потренироваться, давайте выполним небольшое упражнение. Я предлагаю вам предложение. Пожалуйста, дополните его одним из предлогов, затем проверьте себя, услышав правильный вариант, и повторите его вслух. Выполните это упражнение столько раз, сколько вам нужно, чтобы не сделать ни единой ошибки. Готовы? Давайте. Экзамен начнется в 2 часа. Экзамен начнется в 2 часа. Они смотрели фильм 2,5 часа. Они смотрели фильм 2,5 часа, без предлога. Уже 3 часа, поспеши. Час у тебя встреча. Уже 3 часа, поспеши. Через час у тебя встреча. Она написала имейл 15 минут. Она написала имейл за 15 минут. Он приехал в Киев 3 месяца. Он приехал в Киев на 3 месяца. Художник написал картину неделю. Художник написал картину за неделю. Мы зашли в магазин несколько минут. Мы зашли в магазин на несколько минут. Сколько начинается концерт? Во сколько начинается концерт? Вы изучаете русский язык? Как долго вы изучаете русский язык? Выходные уже 2 дня. Выходные уже через 2 дня. А сейчас скажите, пожалуйста, какие трудности у вас возникают с использованием предлогов в выражении времени? Пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я же с вами прощаюсь. Я надеюсь, что это видео было полезным. Если же оно вам понравилось и вы выучили что-то для себя новое, подписывайтесь на наш канал. А я буду ждать вас в своем следующем видео. Пока!